Наконец-то разработчики выпустили обновление, которое отвечает на многие вопросы, связанные с брелками мажора. Весит оно почти 40 мегабайт и хранит в себе несколько утечек и дополнительных нововведений. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Нечем похвастаться перед одногруппниками или одноклассниками? Тогда бегом на Hell Store выигрывать топовые скины. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или всеми любимый Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбиваешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, в котором делаешь ставку, если линия прошла твое значение, ты в шоколаде. Ну а если не понравился выбитый скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также, выполняя несложные задания, можно забрать приз дня. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Буквально вчера я выпускал ролик, где подробно показывал весь функционал хайлайтов с брелками мажора. И уже сегодня, как вы поняли, разработчики анонсировали некоторые подробности и закинули в игру недостающие файлы. Теперь мы наконец-таки можем увидеть внешний вид брелка, который будет на оружии из сувенирных кейсов. И скорее всего, как и с медалями мажора, они будут использовать одну и ту же модель брелков каждый турнир, лишь заменяя надписи и соответственно логотип. Но если быть честным, брелок все же выглядит неплохо. Ну а функционал в целом остался таким же. При наведении в инвентаре на оружие с брелком будет запускаться в ячейке ролик. При нажатии его можно запустить в отдельном окне. И даже при осмотре самого скина можно нажать на кнопку, которая также запускает ролик в отдельном окне. Единственное, что поменялось, так это сама иконка кнопки. Вместо телевизора теперь красуется вот такая. К сожалению, как говорят сами разработчики, сувенирный кейс, где будут сами брелки, можно забрать лишь со стадии плей-офф. И на данных кейсах будет соответствующая приписка о том, что в них хранятся брелки. Также подтвердилась моя догадка, что сам брелок вы не сможете снять с сувенирного оружия, так как он по сути не является отдельным предметом в структуре инвентаря CS2. Вдобавок спалилась еще одна возможность данных брелков, которая схожа с музыкальными наборами. Ролик с лучшим моментом вы также можете увидеть за зрителя в матче у игрока и скопировать данный ролик себе на время текущего матча. Вот такие вот дела. Но помимо подробностей о брелках, разработчики решили изменить идентификатор статуса вашего аккаунта в игре. Вместо полоски, привычной нам еще с CSGO, рядом с иконками меню вы будете видеть новый индикатор в зависимости от вашего статуса, будь то отключение от сети, обновление самой игры и различные варианты банов самого аккаунта. Ну и разумеется, завезли соответствующие иконки ко всем статусам. Ну а также в игре были исправлены несколько аудиоскриптов, связанные с попаданиями от пуль, основная звуковая структура игры и один из музыкальных наборов. Ну а что же касается новых утечек, то разработчики что-то мутят с голосовыми командами игрока. Была изменена структура и тег всех команд колеса чата. То ли это был банальный фикс, или же это связано с искусственным интеллектом ботов, которые будут лучше их воспринимать. Однако есть и другой вариант, более безумный. Это то, что нам в будущем могут завести мимику лица персонажей под разные голосовые команды. Ведь на удивление разработчики также задели скрипт, связанный с голосовыми сообщениями кооперативных миссий, что может быть намеком на то, что эти две утечки как-то связаны между собой. И то, что разработчики готовят наконец-таки уникальную кооперативную миссию для нас. И возможно даже вне операции. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!